Всем привет, друзья! С вами снова я, Макс, и вы на канале Шестеренка. Не так давно я выпускал на своем канале обзор вот этого вот портативного проектора от компании VMAX V10 Pro. Это был действительно портативный проектор, и вряд ли кто может с этим поспорить. Но сегодня я представляю вам ультрапортативный проектор VMAX Go 300. Вот он, друзья. Это проектор. Это мой смартфон. Только посмотрите на это. Слева Samsung Galaxy Note 20 Ultra, справа VMAX Go 300. Как вам такое, а? Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Поехали! Итак, друзья, данное чудо поставляется вот в таком вот чехле. Давайте посмотрим, что входит в комплект данного проектора. Поставляется он вот в такой вот коробке с надписью VMAX. Внутри я думал, что идет коробка, но нет. Вот так вот все это дело выглядит. Снимаете верхнюю крышку, и здесь идет уже чехол. Что у нас находится внутри? Поехали, смотрим. Вот так вот все это дело выглядит. Идет, естественно, сам проектор, блок питания, инструкция и кабель. Здесь идет, в общем, несъедобная штука. В общем, все, она очень мягкая, так что можно, я думаю, абсолютно спокойно перевозить, еще напихать сюда кучу всего. По блоку питания, как вы видите, выглядит все вот таким вот образом. Надеюсь, вам видно. Он достаточно компактный, единственное, что нет переходника на нашу розетку, но это не проблема, они пишут, что класть все это дело будут. Здесь выход Type-C. Дальше у нас идет обычный провод Type-C, Type-C, беленький, скрученный, в общем, все аккуратно. По инструкции у нас идет вес 0,3 килограмма, лазерный проектор, TDLP, ILPD лазер. И вот оно, стандартное разрешение. Вот прошу вас всех заметить. Это 960 на 540p QHD. Но он поддерживает 1080 и все его находит 1080. Итак, по входам у нас USB 2.0, HDMI 1.4, поддерживает Android, iOS. Громкость динамиков 0,8 Вт. Мы тоже сейчас все это дело проверим. Вот, в принципе, все параметры, которые идут в инструкции. Я хотел вам это показать. Что же представляет из себя этот маленький ультрапортативный проектор? Это ILPD проектор, лазерный проектор, 300 ANSI люмен яркости. Возможно проецировать изображение на 100-дюймовый экран. Ну, мне кажется, 100-дюймовый, конечно, для него это великовато, но это мы все посмотрим чуть попозже. Поддерживает разрешение 1080p. Сразу вам говорю, что он его поддерживает. Это нереальное разрешение, хотя все источники находят его как 1080p. Более подробную информацию смотрите, как всегда, перед собой на экране. Если вам что-то интересно, оставляйте на паузу, читайте более подробно. Для более удобного поиска, так сказать, внизу будут тайм-коды для того, чтобы вы могли найти нужный вам раздел и нужный вам тест данного проектора. Давайте посмотрим на него поближе, что он из себя представляет. Таким вот образом выглядит сам проектор. Система вентиляции, выход на наушники, USB, HDMI и зарядка. На нижней части, как вы понимаете, нет никаких креплений, никаких возможностей, ни ножек поднимающихся, в общем, ничего нет. Модель L032 FGN, input 15 вольт, 2 ампера. VMAX Go 300, в общем, здесь все написано, можете посмотреть, поставить на паузу. На левой стороне у нас идет регулировка резкости, вот такая вот резиночка. С другой стороны проектора у нас расположен динамик. По управлению у нас идут вот такие вот кнопочки. Здесь идет диод, индикатор. По управлению вот эти кнопки вверх-вниз, вправо-влево, назад и окей. В общем, в принципе, ничего нету. Сейчас мы посмотрим, как все это дело выглядит в меню. Тут у нас идет кнопка включения. То есть, по сути, вот эту штуку вы отодвигаете, он включается, задвигаете, он выключается. Все элементарно, выглядит очень симпатично, очень стильно, ну, по крайней мере, на мой взгляд, точно. Как я уже вам говорил, поддерживает он разрешение 1080p. Хотя реальное его разрешение это 960 на 540 пикселей. Оптическое разрешение, как пишет производитель. В нем встроена аудиосистема, то есть он воспроизводит звук.
Ну, понятное дело, что это не супер звук, и не рассчитывайте там на супер Dolby Digital, чтобы он вам озвучил комнату, но для того, чтобы детям посмотреть где-то на даче мультики или взять его в поход, мне кажется, этого будет достаточно. Плюс, если вы хотите, я думаю, что без проблем подключите к нему любую колонку, и у вас будет нормальный, качественный, громкий звук. Кладу рядом микрофон. Это максимальная громкость, что на нем есть. В общем, друзья, как вы понимаете, громкости от него ждать не стоит никакой. Также, как заявляет производитель, к нему можно подключить Powerbank. То есть вы можете его использовать от Powerbank в прямом смысле в лесу. Лично у меня один Powerbank, который его не тянет. Я не знаю, возможно, к другому он и подключается без проблем. Лично у меня просто тупо не было возможности проверить это. Как вы видите, надпись на самом проекторе, это 15 вольт 2 ампера. Какой Powerbank нужен, честно говоря, я не знаю, у меня реально просто один, поэтому, друзья, извините, это протестировать я не смогу, но все остальное мы с вами обязательно сейчас протестируем. Давайте посмотрим на меню данного проектора. Итак, у нас в верхней части получается настройки, вход. Ну, так как у нас вход только HDMI, внизу у нас получается вот USB, вот это Movie, фото, то, что вы будете вставлять, подключение по Wi-Fi, ну, то есть вы ищете вашу сеть, все очень просто, он быстро подключается, вводить не очень удобно, но один раз ввести можно, поэтому проблем нет. Дальше у нас Screen Mirror, ну то есть это для iOS и для Android. Сейчас мы тоже подключим. Давайте зайдем, наверное, в настройки. По настройкам у нас настройки. Очень неудобное управление, потому что пульта нет, он у меня стоит неудобно, поэтому извините за такие варианты. Итак, у нас стандартные настройки. Персонал, динамик, стандарт. В общем, вот так вот. Вы можете, естественно, все вручную настроить. Либо, так, давайте поставим на стандарт. Яркость, контрастность, резкость, saturation. Ну, звук, как вы поняли, он ужасен. Поэтому я думаю, что здесь, в принципе, каких-то настроек музыка, персональные, муви и стандартные. Очень странные все настройки, потому что, в принципе, ни на что он не реагирует. Как вы видите, даже есть surround sound, то есть все работает, да, но с такой колонкой, которая здесь встроена, по большому счету настройки особой роли не играют. Идем дальше. Это у нас системная информация, к какой сети он подключен, ну, что за серийный номер, в общем, software, версия. Дальше у нас идет настройка времени, таймер, авто, стендбай, настройки setup. Так, setup у нас язык. У нас идет английский, итальянский, немецкий, французский, испанский, видимо, китайский и опять английский. Дальше у нас HDMI, CIC контроль. USB upgrade, то есть если вы прошивку записываете на USB флешку, вы можете здесь все это дело настроить. Полный сброс, метод проекции. Ну, тут я тоже думаю, да, понятно, если смотря как вы будете его ставить, кверх ногами, в общем, flip mirror и normal. К сожалению, Bluetooth в нем не встроено, у него есть выход на наушники. Если в вашей колонке есть AUX, то вы можете без проблем проводом все это дело подключить. У него есть Wi-Fi, только 2,4 ГГц для подключения к интернету, но, скорее всего, это для того, чтобы вы могли спокойно подключить свой мобильный телефон и использовать его как дублирование экрана и смотреть, я не знаю, фотографии показывать с вашего мобильного, да, так как это, в принципе, для переноски проблем вам не составит. Он очень маленький, очень компактный, и вы можете абсолютно спокойно включить его в розетку на белую стену, подключить мобильник и показывать какие-то видео, которые вы отсняли, я не знаю, смотреть YouTube или еще что-то. Давайте это как раз сейчас и протестируем. Давайте попробуем подключить его через смартфон на Android. Это Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Выбираем, естественно, Android, нажимаем ОК. Он просит у вас включить режим Smart View в моем случае. Нажимаю режим Smart View. Сейчас он ищет данный проектор. Надеюсь, вам видно. Вот он. Нет, еще не нашел. Во, VMAX Go 300. Так, нажимаю начать. Немножко нужно подождать, и он включает уже
реальное изображение со смартфона. Так, на смартфоне уже высветилось. Так, вот чтобы вы посмотрели, сейчас вам специально включу галерею. Вот, включаю, например, галерею. Чтобы вы видели скорость. Да? Я думаю, так понятно. Работает все немножко заторможено, но, по крайней мере, вы можете все посмотреть, все показать. При желании не так все страшно. Вот горизонтальное видео. Оно уже идет на полный экран. Есть небольшие задержки, но идет все на полный экран. Качество, естественно, чуть хуже, чем на смартфоне. Ну ладно, заметно хуже, чем на смартфоне, но вполне смартрибельно, на мой взгляд. Зайдем в YouTube и включим видос с ютубчика. По программе, я думаю, все понятно. По качеству изображения я тоже вам постарался показать. Она отслеживает обалденно, то есть каких-то проблем в этом нет. Можно чуть перемотать. Все выключается, и она смотрит вниз. Видите, что... Давайте сейчас запустим, например, PUBG Mobile. Вот таким вот образом выглядит PUBG Mobile. То есть я нормально играю на телефоне, у меня ничего не тормозит. Естественно, видео идет, ну, то, что вы сейчас видите, идет с задержкой. Так, я не знаю, будет вам видно или нет. Вот таким образом все это дело выглядит. Я нажимаю стрелять. Чтобы долго не разговаривать, давайте сейчас поиграем в PlayStation, поиграем с компьютера, запустим какой-нибудь фильм с ПК, попробуем запустить фильмы с жесткого диска и протестируем его возможности по полной. Поехали! Я подключил обычный жесткий диск. Заходим в USB. Как вы видите, у меня есть папка «Кино». И вот фильмы, которые у меня есть. Все в разном разрешении абсолютно. Начнем с 1080. Это какой-то сериал. Аудио не подходит. Видео читает. Видите, написано все. Видео идет. Так, давайте посмотрим, где подходит аудио. Так, назад, выход, назад. Опускаем ниже. Аквамен. Формат не подходит. Аватар. Это вообще очень тяжелый файл, порядка 100 гигабайт. Так, не подходит. Это у нас что? Не знаю, в общем, не подходит. Как вы видите, читает... Так, «Черный Адам» недавно записал. О, идет звук и идет видео. Так, давайте попробуем. Так, как же здесь менять-то? Очень неудобное управление. Давайте попробуем перемотать. Звук, кстати, идет оттуда. Так, вот, 16X. Вот таким вот образом выглядит «Черный Адам». Все работает, перематывается. Звук, регулировка звука. Доктор Стрэндж. Аудио не подходит. Доктор Дулиттл. Аудио не подходит. Возможность чтения с флешки очень ограничена, поэтому придется записывать, наверное, ну, какие-то определенные файлы, понимать, что он будет читать, потому что, как вы видите, читает он далеко не все. Расстояние проекции от 76 сантиметров до 5,3 метров. Ну, мне кажется, на 5,3 метра, конечно, он не потянет. У меня где-то до экрана в районе 3 метров. Сейчас мы еще это дело проверим с вами. Но тянет он нормально, то есть при выключенном свете смотреть его можно без всяких проблем. Так, я отодвинул проектор на максимальное расстояние. Это 2 метра 40 сантиметров. Мне просто невозможно больше дальше отодвинуть. И выдает он картинку 1,80 м с копейками. То есть, ну, вот вы можете видеть приблизительно. Сейчас в комнате абсолютно темно. Если я включу свет, вот таким вот образом все это дело выглядит. Вот это 100-дюймовый экран. Ну, как бы картинка выглядит вот так, чтобы вы просто имели в виду. Если я выключаю свет, естественно, все это дело выглядит гораздо интереснее. Давайте попробуем поиграть и посмотреть, что вообще будет.
Слушайте, ну мне нравится. Если подключить к ноутбуку достаточно мощному, то вполне прикольно поиграть где-нибудь. На PlayStation тоже не было никаких задержек. В этом плане мне кажется, что он даже чуть получше, чем предыдущая модель, которая у меня была на обзоре. Здесь вот даже видите, мышка. Я не знаю, видно вам или не видно. Без всяких задержек, прям идеально все видно. Давайте попробуем какую-нибудь другую игру. Что касается, так, вот моя рука. Что касается надписей, более крупные прочитать возможно. Более мелкие надписи прочитать реально очень тяжело. То есть практически ничего не видно. Хотя вот вживую ты более-менее видишь, да, на что написано. Я не знаю, вот эта надпись вообще не видно. Но резкость в игре, в фильмах, все, в принципе, в пределах нормы. То есть каких-то у меня прям нареканий, что я смотрю фильм, у меня устают глаза, такого нет на 100%. Давайте попробуем поиграть в PUBG и посмотрим, как все это дело, так сказать, в шутерах выглядит. Так, что у нас по стрельбе? Не забывайте писать, что вы вообще думаете о картинке, о том вообще, что он показывает, как это выглядит. На мой взгляд, вполне себе ничего. Предыдущий обзор проектора VWatch V10 Pro. Тут немножко, кстати, другое было меню. В общем, ну много чего изменилось на самом деле. Но как не проигрывал видеофайлы, как вы понимаете, так он и не проигрывал. И этот не проигрывает. Мне почему-то кажется, что данный показывает чуть-чуть получше. Не знаю, вот по цветам, по насыщенности, на мой взгляд, он показывает лучше. Сейчас обратите внимание, я держу его в руках. Эта функция называется автоматическое выравнивание трапеции. То есть сейчас я держу его ровно, картинка квадратная, то есть как и должно быть. Сейчас я его поднимаю. Видите, картинка сверху вытягивается, хоп, он опять выровнял. Опускаю автоматом сейчас. Смотрите, оп, и он ее опять выровнял. Вот, кстати, текст. Это 4х. Надеюсь, вам видно. Чтобы тоже можно было оценить качество картинки. Давайте зайдем сразу в настройки. Просто хочу вам показать информацию о выводе видео. Как вы видите, да, он поддерживает ее как 1920 на 1080 в 60 Гц. Еще раз повторяю, это не оригинальное разрешение проектора. Но, честно вам скажу, какую-то пикселизацию или что-то я не вижу. Он отлично поддерживает формат RGB, естественно, не HDR. Так что PlayStation ее видит как 1920 на 1080. Не знаю, отзыв очень хороший. Ну, то есть отклик джойстика и то, что я вижу на экране, совпадает. По-моему, очень неплохо. Давайте чуть-чуть вам приближу. Как-то так. Я думаю, что вы видели все сами своими глазами. Видео снималось в полной темноте. Ну, не в полной темноте, у меня стоит аквариум, то есть небольшое освещение есть. Окна, естественно, все закрыты, темнота полная. Чем темнее, тем он показывает лучше. Это понятное дело. При свете, то есть если включить абсолютно полный свет, это выглядит, конечно, как вы понимаете, не очень хорошо и смотреть его некомфортно. Но я думаю, что он для этого просто не предназначен. Что могу вам сказать по его сборке, по его внешнему виду? Лично мне он прям очень понравился. То есть он симпатичный, маленький, включается быстро, выключается быстро, абсолютно не шумит. Вот что мне очень понравилось, то есть его не слышно. В отличие от прошлого проектора, который мне присылали, он прям шумит постоянно одним и тем же прям жужжанием, ты его слышишь. Здесь ничего не шумит. Я посмотрел на нем там 3-4 серии сериала по 40 минут. Я бы не сказал, что он нагрелся. То есть он, ну как бы он просто работает и все. Ну то есть да, он тепленький, никаких сумасшедших нагревов я не видел.
Ну, где-то в районе 40. Ну и вот эта самая горячая часть, естественно, где у него свет. 37, ну, короче, максимум 40 градусов, что я нащупал на нем. Мне кажется, это достаточно хороший результат, при том, что он практически не шумит. Давайте я вот положу микрофон рядом. Я шума вообще не слышу. Может, я глухой, но шума нет. Коротко в заключение. Он небольшой, он симпатичный, влезает в маленькую сумку, можно бросить в любой рюкзак, посмотреть на природе, реально подключить, если вы найдете пауэрбанк, соответствующий его к пауэрбанку, то есть вообще не зависит никак от электричества, но в любом случае вот такой вот блок питания у вас все время идет в комплекте, вы его можете подключить. Провод, который идет, он, как вы видите, небольшой, так что его нужно ставить близко к розетке, но это, я думаю, не проблема, можно купить подлиннее, если вдруг вам нужно. Нет укрепления на штатив, это минус. Яркости для просмотра, я не знаю, с 2-3 метров выше крыши при полной темноте. Как домашний проектор, я, наверное, его не порекомендую, потому что, ну, естественно, можно купить гораздо лучше и без всяких проблем. Но как портативное устройство, необычное, которое вы можете взять с собой, я не знаю, на отдых, в отеле где-то, поставить его на белую стенку, либо взять с собой экран, который не весит ничего, просто растянули его где-то, да просто на простынке, грубо говоря, растянули, и дети будут смотреть достаточно большой экран, подключили телефон, вот вам YouTube, вот вам мультики, вот вам фильмы, вот вам, я не знаю, фотографии показать, какую-то презентацию провести. Я думаю, что для этого он прям идеально подходит. Что касается цены, я вам не буду говорить, смотрите внизу, потому что цена постоянно прыгает, и вы мне постоянно пишете, ты говорил, он стоит там 12 тысяч, а он сейчас стоит 17 или 10. Так что, друзья, смотрим по ссылке внизу, оставлю ссылку и на AliExpress, и на официальный их сайт. Так что смотрите, огромное спасибо VMAX, и я жду от вас комментариев. Пожалуйста, напишите что-нибудь плохой, хороший, стоит его покупать. Возможно, у вас уже есть что-то подобное, возможно, вы порекомендуете моим подписчикам что-то получше. Так что, друзья, буду ждать ваши комментарии, лайки. Подписывайтесь на Telegram, на Instagram. С вами был, как всегда, я, Макс. И это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока. Don't